И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, прошлая серия у нас закончилась тем, что у нас был разговор с богами, и мы очнулись в своей каюте. Сейчас походим по палубе, посмотрим, с кем можно поговорить. Старый Энгрим. Что-то нужно, капитан? Ключница. Какие пожелания будут у хозяина? Так. Вообще, я хотел немножко тише сделать звук голоса. Не знаю почему, иногда мне кажется, что он... Хотя, странно, вроде нормальный. Кто ты? Я была ключницей крепости в Каэднуа, сударь. Давным-давно мою душу привязали к трону Изадры. Около 2 веков я ощущала Каэднуа как продолжение своего тела. Вот, по-моему, этот голос, он более громкий, чем все остальные. Не знаю, у меня такое ощущение. Но, возможно, это баг в игре. Очень непривычно лишиться такого. Но мне не пристало жаловаться о своих потерях своему хозяину. Во-первых, откуда у меня корабль? Каэднуа разрушен, не было никакого смысла стенать над развалинами. Мне удалось собрать достаточно сокровищ, чтобы купить корабль Непокорный и нанять небольшую команду. Непокорный корабль, купленный на остатки хранившихся в Каэднуа богатств. Это судно перенесло вас с восточных земель на архипелаг Мертвого Огня. К сожалению, на это ушли все остатки некогда серьезного богатства. Учитывая обстоятельства, надеюсь, возражений не будет. Что мне делать дальше? Я предлагаю отправиться в Никитаку, сударь. Это самый большой город на архипелаге. Там мы скорее совсем разберемся. Ну ладно. Так, Зоти. С каждой душой мой фонарь становится все тяжелее и тяжелее. Как вышло, что ты поклоняешься Кхауну, а не Атасу? Моя семья, ну, скажем так, они не совсем обычные последователи Атаса. Хотя они всегда стремились скорее к свету, чем к тьме. Но потом пришла война, и мои родные изменились. Кое-кто погиб, хотя я и была слишком маленькой и не помню этого лично. Она шмыгает носом. Остальные стали сильнее, научились выживать. Это я поняла уже сама. Значит, ты такая не одна, есть и другие последователи Кхауна? Разумеется, но нас мало, и мы разбросаны по всему миру. Мало кто остается в храмах. Чтобы вести души к свету, нужно постоянно перемещаться. Эдер согласно кивает. О цикле жизни и смерти мне рассказала тетушка. Она объяснила, что одно следует за другим. Семья, гниль, новый росток – все это лишь грани существования и баланса. Понимаешь? Вот так я и впервые познала в Атасе Кхауна. Она уверенно и довольно улыбается. Ну а потом я просто читала о Кхауне все, что попадало мне в руки. Например, 12 томов Нирвит, ну и послания малых пророков. Многие из них не входят в современный канон, но это еще не значит, что там нет истины. Она сводит брови и скрещивает руки на груди. По традиции, младший ребенок в семье должен посвятить себя служению Эотасу. Ну, я и посвятила, только по-своему. Давай поговорим еще о другом. Как ты себя чувствуешь? Так и продолжают сниться кошмары? Они приходят ко мне во снах. А иногда я чувствую их вкус. Где-то почти в самом горле, словно какие-то песчинки. Так бывает, когда я забираю особенно беспокойную душу. Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. Да? А нужно ли это? Я не знаю. Зоти вздыхает, потирая переносицу грязными пальцами. Я верю тебе, хранитель. Честно. Просто порой я думаю, что же будет со мной. Впрочем, я ни за что не отвергнусь от своего бога. Пусть даже я умру, исполняя его волю. Алот бросает на вас быстрый, довольный взгляд. Что ты думаешь об Атасе? Ты имеешь в виду во время войны святого или уже после его смерти? Зоти касается пальцем губ,
и задумчиво мучить что-то себе под нос. А в чем разница? До своей гибели он оставался Эотасом, таким, каким его знает большинство моих братьев и сестер. Эотас воплотился в человеке, и когда этого человека разорвало на кусочки, мы все сочли, что Эотас умер. Думаю, какая-то часть его действительно умерла, та, которую он наиболее крепко привязал к живой плоти, та, что отвечала за жизнь и перерождение. А значит, его выжившая часть, та, что пронеслась по архипелагу, была воплощением падения, гнили и ссыхания, то есть смерти. Что тебя связывало с Эотасом после Войны Святого? То есть ты о Кхаоне? Возможно, мой бог и теперь подчиняется Эотасу. Почему бы и нет? Но Эотас умер, а смерть несет перемены. Он уже не тот, кем был раньше. Он изменился. Поэтому мне и кажется, что теперь в нем куда ярче проступила его вторая сторона. Не свет, но тьма. Расскажи мне об Эотасе до Войны Святого во время нее. Я знаю только то, чему научили меня саму. Она задумчиво чешет в затылке. Эотас воплотился в теле святого Вайдвена, но в конце войны его разметало на мелкие кусочки. Такие уже не человеческие тела. Рано или поздно они погибают. Разумеется, как бог Возрождения, Эотас непременно должен был вернуться. И лично я смотрю на этот вопрос не так, как моя семья или Верховная Жрица, потому что я изучила канон Кхауна. Я знаю все о падении, о шаге вниз, о смерти как части жизненного цикла, о гнили, о новых ростках. Ушедшее не может вернуться. То, что вернется, будет иным, всегда. Даже если речь идет о Боге. Так, кстати, мы получили новый уровень. Ну, я думаю, что мы его поднимем позже. Так, Ирена. Ирена это... Боги, мне нужно выпить. И кулик. Сон всего 4 часа, лучше добейте меня сразу. Ваницы. Матрос приветствует вас. Алот. Спасибо еще раз за поддержку моей истории перед Бенессой и остальными. Его губы растягиваются в благодарной улыбке, которая, впрочем, почти сразу исчезает. Мне не нравилось их обманывать, но это оказалось проще других вариантов. Зоди сужает глаза, трепеща темными ресницами. Я вот не совсем понимаю, это получается какие-то все-таки взаимоотношения со спутниками? Надо будет потом на ту табличку посмотреть. Так. Это же прямой путь к одиночеству. Ты заботился о них, а они даже не знали тебя по-настоящему. Я пытаюсь уничтожить одну из самых секретных организаций в Эоре. По лицу Эдера пробегает легкая тень улыбки. С довольно зловещей историей, если вспомнить об Анимантии. Не то, что будешь обсуждать с новыми знакомыми. Он замолкает, по его плечам пробегает судорога. Поверь мне, мне не по нраву двойная жизнь. Что ты вообще там делал? После того, как мы расстались, я собирался уничтожить свинцовый ключ. Но это, кстати, мы помним. Да, ребят, если вдруг забыли события первой части, можете пересмотреть последнюю серию моего прохождения. Или целиком, конечно же, все прохождение первой части. Там в конце просто показывается как раз ролик, который рассказывает о том, что стало с каждым из спутников и вообще, в принципе, с миром. Он слишком долго контролировал нас. Я хотел освободить разумные расы. В общем, 5 лет я выслеживал свинцовый ключ. Искал, где они проворачивают свои тайные операции. Он хмурит брови. Пытался предотвратить их. Расскажи об этом. Эта задача оказалась сложнее, чем я думал. Как так? Не думаю, что я до конца понимал всю серьезность принятых решений. Или то, как непросто с ними будет жить. Гораздо проще жить, просто следуя чужим указаниям. Отца, Таоса, твоим. Он искоса смотрит на вас. Я могу что-нибудь помочь? Если бы я знал.
Когда мы победили Таоса, мне хотелось исправить все сделанное им. И я думал, что сложнее всего в этом деле будет выследить членов Свинцового Ключа. Но, наверное, будет проще объяснить на примере. Я отправился в деревню в Старой Вайлии, захолустье из захолустий. Ох, как она была похожа на мою родину. На мгновение появляется Изельмир. Много веков назад Свинцовый Ключ решил положить конец некому еретическому культу. Его смысл был давно забыт, остался лишь ритуал кровопускания. Ужасная, бессмысленная традиция. Он морщится. Каждое полнолуние жители деревни окропляли землю своей кровью. Это делали все, молодые и старые, больные и здоровые. И что ты сделал? Всем руководил местный жрец, мрачный старик. Он напоминал мне Таоса. Он приподнимает брови. Злобный старый мешок костей. Вот кто он был. Тиран. Уверен, если бы жители деревни освободились от его влияния, они прекратили бы этот чудовищный ритуал. Так что я подстроил несчастный случай. Он бросает на вас хитрый взгляд. И что потом? Старик умер. Жители деревни были в ужасе. Они были уверены, что смерть жреца была дурным знамением. Решили, что всему виной недостаток набожности. Они стали проводить ритуал каждую неделю. Обвиняли соседей в том, что они проливают слишком мало крови. Его губы кривятся, будто слова оставляют во рту горький привкус. Раньше из-за кровопускания умирало несколько жителей деревни в год, теперь смерти случались каждую неделю. Он завязывает концы своего пояса в тугой узел и сжимает его в бледных тонких пальцах. Ты не мог это предвидеть, это не твоя вина. Я должен был что-то сделать, понимаешь? Он поворачивается к вам, в его глазах смятение. Он снова замолкает и пытается развязать узел на поясе. Я все думаю, мог ли я что-то изменить, предугадать? Они сами сделали выбор, жить согласно традициям. Возможно, однажды они сами изменят свою жизнь. Возможно. Мне нужно передохнуть. Это был долгий день, и мне нужно как следует обдумать наш разговор. Подожди, ты так и не объяснил, при чем тут аниманты. А, это? Он потирает виски. Я ищу старый культ Свинцового Ключа. Нашел несколько упоминаний, но... Он умолкает и качает головой. Я хочу быть уверенным. Позволь мне еще раз просмотреть мои записи. Тогда я все тебе расскажу, обещаю. Хорошо. Смотрите, то есть у нас появилось новое задание. Называется «Пестрые маски». Но оно, конечно, очень высокого уровня. Ну вот, возможно, со временем он расскажет что-нибудь новое. Должен признаться, мне нравится путешествовать вместе с тобой. Алот подходит к вам, его лицо спокойно. Вы давно таким его не видели. Спасибо, Алот, мне тоже нравится твое общество. В Дирвуде, когда мы впервые встретились, тебе пришлось бороться за свой разум. Теперь на кону твоя душа. Он замолкает. Я даже представить себе не могу тяжесть этой ноши, но ты несешь ее и с честью. Спасибо. Боги отправили тебя на поиски Атаса. У каждой фракции архипелага есть на тебя какие-то планы. Он наклоняет голову. В твоих руках сейчас многое. Я знаю, как ты добр. Он тепло улыбается вам. И все же я рад, что ты серьезно относишься к возложенным на тебя обязанностям. Я чувствую, что это мой долг. Многие считают себя обремененными подобными долгами. Немногие способны измерить мир. Надеюсь, ты не забудешь об этом. Он кивает вам. Так, а давайте посмотрим на взаимоотношения. Репутация. Так. Здесь вот единичка. Нет, похоже все-таки, что между ними каких-то моментов таких нет, видите? Интересно. Ладно, так.
Ваницы. Вот бы и команда была в таком же порядке, что и непокорный. Так, ну, с Эдером мы, наверное, говорить не будем. Хватит, наверное, с нас разговоров на сегодня. Мы можем вообще вернуться на карту мира, но мне интересно еще посмотреть, что наверху. Все-таки как выглядит корабль. Когда он, по крайней мере, в открытом море. Обучение. Находясь на борту корабля, выберите, понятно, чтобы перейти к карте мира. Ура безумная. Что-то нужно, капитан? Боги, мне нужно выпить. Серафим. Привет, капитан. Фуранты наверняка ожидает, что у мертвого света нам благополучно настанет конец. Но не вешай нос, я умею обманывать судьбу. В этом мне, разумеется, помогает врожденное плутовство. А что самое важное в любой проделке – проработанный план. А, ну и еще желательно выжить в процессе. Так, ладно, отложим все это. Ладно, правильно, куда торопиться? Вполне можно еще немного потянуть. Вот бы и команда была в таком же порядке, что и непокорный. Ну, прям в порядке. У нас же корабль побитый, насколько я помню. Хотя визуально нет. Ну, я думаю, что вроде бы мы поговорили. Давайте все-таки продолжим наше путешествие. Конечно, по дороге мы обязательно поговорим со всеми спутниками. Вот, потому что это довольно интересно. Особенно вот интересно поговорить будет с теми, кого мы встретим, то есть с Алотом, возможно. Так, давайте посмотрим, где мы находимся. Торговец с архипелага, торговец с архипелага. Форт Мертвый Свет, Никитака, Донедж. Ревущее ущелье. Так, это что? Проход сломанного копья, разрушенная башня. Блин, столько заманчивых мест, ребята. Вам не кажется? Пуракао. Медицинские припасы. Пуракао. Уровень этой местности слишком высок. Ладно, пока просто припасы заберем. Попутешествуем немножко. Ваша команда ежедневно употребляет еду и питье. Эти ресурсы необходимо регулярно пополнять. Их можно приобрести за деньги, а можно просто найти. Нажмите корабль, чтобы перейти в окно управления кораблем. Приобретите еду и питье и разместите продукты в соответствующих очередях. Моряки всегда употребляют доступную провизию слева направо. А как у нас там с едой, кстати? Раненая команда, один человек ранен у нас, оказывается. Зубастый пролив. Давайте почитаем, что это. Вода по правому борту становится совсем темной, из нее поднимаются зазубренные острия. От штурвала доносятся встревоженные голоса. Здесь рядом чудо Теотары. Каждый моряк обязан хотя бы однажды увидеть его. И Куик складывает руки в молитве. Но Биадул сжимает штурвал так решительно, что пальцы белеют. Да мне все равно, будь это хоть соленая лона Ондры. Через риф я не поплыву. Биадул замечает вас и расслабляется. Капитан, надо как-то объяснить, что Икуик поступает неправильно. Икуик с удивлением смотрит на вас обоих. И упустить такой шанс? Моряки неделями ждут такой погоды. Если мы хотим увидеть чудо Теотары, то это лучший шанс. Остальные моряки собрались послушать спор, в их взглядах сияет надежда. Что еще за чудо Теотара? Икуик пожимает плечами. Что-то великолепное, древняя тайна, мне видеть не доводилось. Старый Энгрим кивает. Мне один знакомый старикан рассказывал. Клялся, что у него после этого лет 10 ничего не болело, да и ветер всегда был попутный.
Другие моряки оживленно перешептываются. Биадул вздыхает. Если чудо на самом деле где-то здесь, мы его вовсе не обязательно увидим, пройдя через рифы. Ора безумная, у нас есть надежная карта, чтобы пройти через рифы? Ора безумно неуверенно кивает. Ну, карта не очень точная, но они есть. Вопрос в том, сможет ли Биадул аккуратно нас провести. Биадул хмурится, Ора безумно отвечает тем же. Чутупек, что у нас за бортами? С бортами? Чутупек усмехается. Все отремонтировано, капитан. Мне как-то страшновато идти сквозь рифы, но редко выдается такой удачный момент. Проведи нас через рифы. От поверхности поднимаются мертвые кораллы, похожие на паучьи лапы. Ветер свистит, огибая их острые края. Под водой видно, как над рифами плавают стаи рыб. Биадул пытается провести корабль через рифы, но задевает опасный выступ. Раздается ужасный треск ломающейся древесины, палуба сотрясается. Моряки хватают инструменты и бегут в трюм, чтобы найти и устранить протечку, пока та не погубила припасы. Биадул получает опыт на море 1, корпус корабля получает 13 единиц урона, потеряны припасы. Мелководье сменяется синей глубиной. Вокруг вас простирается котловина, способная проглотить целый флот. Биадул с облегчением вздыхает, а Якуик ищет на горизонте какие-нибудь признаки легендарного чуда. Непокорный плывет дальше. Забавненько так. Так, вот я вижу здесь что-то, но сюда, видимо, чтобы пройти. Риф Вакара. Получено очков опыта. Давайте соберем припасов немножко. А вон чудо Теотары, кстати. Давайте посмотрим, что же это за чудо такое. Море настолько спокойным, что его поверхность похожа на лазурное стекло. Подпрыгивая, малышка Леука указывает на столпы сияющей адры, поднимающейся из воды. Биадул подводит корабль ближе. Под водой камень оброс кораллами, но надводная его часть свободна, она свита в спираль. Обычно адра растет высокими колоннами, но здесь она больше похожа на щупальца какого-то подводного чудовища, протянутые к небу. Ваница тихо присвистывает. Вот это древность. Наверное, энгвитанская работа. Старый Энгрим хмурится. Даже им такое было бы не под силу. Нет, это медленная и неуклонная работа Ондры. Адра вспыхивает под лучами солнца. Действительно, сложно сказать, были ли странные очертания сформированы волнами, либо только искажены ими. Эта неопределенность делает зрелище еще удивительнее. Вся команда выстраивается вдоль борта, негромко обсуждая чудо. Ведь это же величайшее творение древнего народа. Нам повезло его увидеть. Ондра милосердная, шепчет старый Энгрим, склонив голову. Малышка Люка и Ваница обмениваются восторженными взглядами. Биадул ведет корабль мимо Адры на безопасном расстоянии. Малышка Люка и старый Энгрим переходят на палубу, наверное, на полуют. На полуют, не открывая глаз от чуда Теотары, пока оно не пропадает на горизонте. Вообще очень интересно это все сделано. Путешествие такого я, конечно, не особо играл в игры пиратской тематики там или корабельной, да. Это рифы. Оставшись без еды и питья, ваша команда начнет страдать от голода и терять боевой дух. Рано или поздно моряки или умрут, или устроят бунт. Надо будет закупиться сейчас. Участвуя в битвах и различных событиях, а также побеждая вражеских капитанов, команда и капитан корабля приобретают опыт на море.
С приобретением опыта ранг текущей позиции моряка будет повышаться. Моряки могут развиваться только на тех позициях, где имеют хотя бы первый ранг. В случае капитана всегда поднимается только ранг капитана. Так, а вот смотрите, какой-то поселок, в котором, возможно, как раз мы и поторгуем. Сюда. Так, во-первых... А нет, это нельзя собрать. Рис. Лепешка. Рисовое вино. Да десятка вина хватит, вы что? Так. Снаряжение и груз корабля. Свинина, рис есть. Да все нормально. Теперь у нас есть еда. Хотя вообще, наверное, в Порт-Маже отправимся. Что мы-то, конечно, наплавались тут хорошо. Команда голодна. Команда хочет пить. Так, подождите, а почему? А, еда. Вот. Вот воды нужно закупить. Ну, еще можно сюда рисовое вино добавить. Так, свежие фрукты. Эль. Вода. Все, ничего нам не нужно. У нас достаточно всех припасов, просто я не понял, как их перемещать. Отлично. Ну что ж, давайте поплывем потихонечку туда. Куда нам вообще нужно-то, собственно, плыть? Хотя вообще вот здесь было бы интересно пройтись. Но давайте, наверное, сначала сплаваем по главному заданию. Если мы, конечно, туда без приключений доберемся. А потом вернемся сюда обязательно. Потому что здесь интересно. Что? Кто у нас там приболел? Я вот не могу понять. И как это понять? Травма на 5 дней. Треснувшая кость. 5 дней. Угу. Никитака.
Достижение. Какой красивый город. Никитака, поздняя весна. 2823 год. Когда вы идете по порту, вас замечает группа тяжеловооруженных Аумоуа. Их предводительница поспешно направляет их в вашу сторону. Капитан порта осматривает вас сверху донизу с поджатыми губами. Она переводит взгляд на ваш корабль. Дирвудский корабль? А ты далеко от дома, фермер. Как ты сюда добрался в этом утлом суденышке? Аумоуа вытягивает свою толстую шею, чтобы разглядеть корпус вашего корабля. На ее лице смесь недоверия и жалости. Эдер, почему сразу фермеры? Потому что из Дирвуда? А ты фермер? Говорит Каоха. Да, но зачем сразу нас так называть? У нас и бунтари есть. Когда Аумоуа переключается на вас, ее тон становится формальнее. Я Каоха, капитан этого порта. Мне нужно знать цель твоего визита в Никитаку. Я иду по следу гиганта из Адры и хочу поговорить об этом с кем-нибудь во дворце. Капитан Портас хмыкает себе под нос одновременно с другими Аумоуа. Да, тебе и вправду следует кое-кого посетить. Аниманта в шпиле. Она трижды касается своего лба и оглядывается на своих спутников. Чтобы голову тебе вылечили. Стражники хохочут и хлопают ее по спине, оценив ее шутку. Вы ощущаете беспокойное бурление внутри. Не совсем понятно, происходит это в вашем теле или в душе, но это чувство вызывает мгновенную тошноту и наполняет уши звуком крови, приливающей к голове. Сквозь этот грохот слышится женский голос. Она произносит каждое слово очень медленно, со звуком, напоминающим звон колокольчика. Покажи им. Покажи им, что ты такое. Я хранитель и глашатай Бераса, архипелаг в опасности. Прошу, пропустите меня. Надоело слушать эту чушь. Тебе нет места в Никитаке. Возвращайся на свой корабль и выходи в море. Капитан порта указывает на ваш корабль. Мужчины и женщины за ней кивают и бормочут, соглашаясь с ней. Тошнота продолжает нарастать, и вы ощущаете пульсирование крови по черепу. Опять женский голос, опять колокольчик. Я тебе помогу. Да что с тобой такое? Что ты творишь? Если хочешь нас напугать сайферскими трюками, фиолетовые огоньки удивят только племена на внешних островах. Рев в вашей голове утихает. Звон колокольчиков становится четче, ритмичнее. 2 удара, затем короткая пауза. Вы понимаете, что колокольчики звенят в такт с биением вашего сердца. Вы открываете глаза. Капитан порта яростно жестикулирует, очевидно пытаясь привлечь ваше внимание, и кричит вам прямо в лицо. Но вы не слышите ничего, лишь звон колокольчиков, и ваше сердце бьется все медленнее. И медленнее. И медленнее. И медленнее. Сейчас. Кажется, у меня в носу друг застрял. Общи, так-то лучше. Так, ну, в принципе, вот мы их немножко и попугали. Пушечное ядро, ксина, галеты. То есть мы просто показали им, кто мы на самом деле.
Так, давайте поднимем уровень. Так, активные навыки. Ну, пойдем все еще по атлетике. Пассивные. По устрашениям мы трогать не будем. Пойдем по дипломатии. Так. Увеличиваем, либо же можно прокачать, например, так, вечная преданность. Улучшение из пламя преданности. Призывает внутренний огонь, в результате чего так. Вечная преданность. После использования атаки паладина временно получает бонусный обжигающий урон. Либо же союзники поблизости получают меньший вариант эффекта пламени. Вот мне нравится вот это, кстати. Так. Сильное возложение рук. Не дает цели погибнуть. Так. Либо светящиеся руки. Окутывается светом, восстанавливая здоровье, получая вдохновление храбрости. Ну, пускай будет сильное возложение рук, наверное. Прославленный маяк. Окутайте себя священным светом, ослепив врагов поблизости. Вот это тоже, кстати, неплохо. Ну, будем смотреть. Пока давайте так. Вроде нам пока не приходилось никого особо на кого руки возлагать, да? Это нам приходилось использовать. Попробуем. Интересно, как работает ослепление. Так, Сайфер. Сосредоточение у него. Алот. Тайное знание, пиротехника. Ну, пускай будут тайные знания. Он же все-таки у нас действительно тайными знаниями интересуется. Так, пассивные навыки. История, метафизика, проницательность, дипломатия. Ну, давайте будет проницательность. Так. А вот тут, конечно, нам с вами придется повыбирать. Подавление магии, смещенный образ Линграта. Отталкивающее лицо, насушающее прикосновение. Тяжкая задержка движений, пагубный взрыв. Пагубное ускорение. Заклинатель расходует свою жизненную силу, чтобы получить вдохновение стремительности ценой постепенно убывающего здоровья. Малые проклятия Колокот. Сковывающая стрела Минолета. Ну, огненный шар. Это раз. Искрящийся заряд. Заклинатель становится живым генератором мощного разряда электричества, который выстреливает по прямой. Так. Веер огня. Луч огня. Между заклинателем и целью, нанося непрерывный огненный урон цели и всем на пути луча. Катящееся пламя. Катящееся пламя мне нравится. Ну, потом будем смотреть. Интересно, здесь также по гримуарам, как было в других играх, или все-таки как-то по-другому? Так, ну здесь алхимия, понятно. Религия. Духовная молитва. Создает магическую печать. Когда враг входит в контакт, он взрывается электрической энергией, упреждая, вызывая урон электрошоком. Сострадательная душа благословляет союзников при смерти, высвобождая постепенно исцеляющее действие. То есть можно будет поднять человека, который при смерти, что ли?
Мрачное благословление. Делает сражающихся союзников сильнее, давая им вдохновление осведомленности. 50 легких попаданий становятся обычными. Освященная земля ненадолго создает круг исцеления, восстанавливающий здоровье союзника. Божественная метка. Отмечает цель для возмездия, нанося огненный урон и снижая показатель отклонения. Ну, подавленность в бою мы помним. Ну, давайте священную землю. Раз. И тогда второе. Столб веры. Ну и Эдер последний. Так, пускай он будет пиротехник. И знание улиц. Так, первый искусный шквал прокачивается либо вдохновление осведомленности развивается до интуиции. Боец также получает вдохновение сообразительности. Плюс 1 все уровни мощности. Так, а что за интуиция? 50 легких попаданий становятся обычными, 25 обычных становятся критическими. Ну, вот это неплохо. Так. Копыта мула. Либо же боец наносит по цели удар огромной силы и получает значительный бонус к пробиванию во время атаки. Так. Так, ну что ж, вроде разобрались. Игрок, вода. Игрок, пиво. Так, это здесь наш корабль же стоит, правильно? Да, здесь. Подвисать начала игра чего-то. Здесь сложены всевозможные наряды и рулоны ткани от роскошного шелка до прочной шерсти. Полиджина, ребята. Что? Хранитель? Диверус? Неужто это действительно ты? Стоп, я помню эти перья. Полиджина. 100 лет не виделись. А что с твоими доспехами? Вы знакомы? Ну, я, конечно, не буду ревновать. Зоти быстро переводит взгляд с вас на Полиджину и обратно. Она закусывает нижнюю губу, но больше ничего не говорит. Серафен, ты знаешь эту цепочку, капитан? Не знал, что ты у нас папернатен. Полиджина ошеломленно смотрит на вас, раскрыв рот. Ее прическа и перья все так же безупречны, как и при вашей последней встрече, но украшавшие нагрудник 5 солнц аккуратно соскоблены с металла. Она на миг опускает глаза на свою броню и морщится. Думаю, вести о том, что было после моего возвращения в Республике, дошли и до Каэднуа. Да, мне жаль, что все так обернулось. Она отводит глаза и благодарно вам кивает. Проходит несколько секунд, и вы видите, как напряжены мышцы у нее на скулах. Республики выжили, и это самое главное. Здесь, на архипелаге, компания вполне справляется с делами и без моей помощи. Мне пригодилась бы твоя помощь, Полиджина. Я выслеживаю Атаса. Когда она осознает, что вы сказали, ее брови изгибаются, а перепонки на глазах расправляются и снова сжимаются. Пожалуй, это неудивительно, учитывая, через что мы прошли. Но нет, я не пойду с тобой, Хранитель. С тобой смерть едва ли не лучшая перспектива. На этот раз будет все совсем не Карес, Хранитель.
валианское слово, означающее «ступай с богами». По ее лицу пробегает тень печали и гнева, однако вскоре оно принимает обычное спокойное выражение. Она один раз кивает вам и отворачивается. «Предлагаю в следующий раз оставить Иотаса на потом», — говорит Этер. Так, что-то я вот не понял, а что это она так психанула? Ну, вообще отлично, конечно. Чё толком не объяснила? Психанула. Ну ладно. Риберо. Тебе нужна новая куртка или штаны? Или что-то деликатнее? Скажу так, если у тебя есть тело, то одежду мы под тебя подгоним. Портной глядит на ваши широкие плечи, что-то прикидывая в уме. Покажи, что у тебя есть. Не спеши, можешь спокойно осмотреться. Накидка Бадрина. Стальная тьма. По ночам этот ореол дает всем ближайшим соратникам, но не носителю, бонус к скрытности и решительности. Что-то из тайника можно продать, наверное, да. Шляпу принщика. Давайте продадим. Так. Пора тебе идти. Короче, что-то мне подсказывает, ребята, что меня здесь не очень любят. Оса. Желаешь купить рыбы, незнакомец? Сегодняшний улов прямо из рук соленой девы. Торговка рыбы громко вздыхает. Покажи, что у тебя есть. Понятно. Морепродукты. Среди бочек и коробок видны ящики, украшенные гербом королевской компании архипелага. Мычка. Немножко рыбы. Жалко, что здесь карты все открыты сразу. Я понимаю, что это... ремонтные припасы. От соломенной подстилки исходит сильный мускусный запах. Я понимаю, что это, ну, карта города, но все равно сложно понять, где мы были, где не были. Наверное, Родора думает, что я работаю даром. Что за замар такой? Сейчас я тебя... Эх, а ведь почти получилось. Глаза уже совсем не те. Гном с обветренным лицом пытается вынуть занозу из пальца, бормоча себе под нос. У каждой работы свои риски. Он сдается, недовольно бухтя и качая головой. Ты насчет корабля? Могу его сколотить обратно из кусков, если тебе есть чем заплатить. Замар скалит зубы и скрежещет ими так, что слышно даже сквозь шум дока. Проблемы с клиентом? Да, капитан Родора не заплатила мне за заказанную пушку. Замар дергает себя за бороду и морщится. Я по уши в долгах, а дикая кобыла тонет в деньгах. А теперь еще пираты хотят сунуть меня пятками в костер из-за какой-то там сделки. Замар морщится и еще сильнее дергает себя за бороду. Если не получу денег от Родоры, то могу начинать вырезать себе Сулынет. Что это такое, не знаю. Если пообещаешь скидку на работу, то я займусь Родорой. Займешься? Тогда без разговоров получишь лучшую цену. Замар достает руки из бороды и складывает большой указательный палец в колечко. Все и всегда сводится к проклятым пандам и пайрам. Замар сплевывает в сторону опор причала, потом смотрит на недоделанную работу. Я хочу взглянуть на твои товары. Ну, глянь. Он отступает в сторону, чтобы не мешать вам изучать содержимое его ящиков. А, тут можно корабль купить. Припасы. Корпус можно купить новый. Угу. Так,
подождите, а эту я, по-моему, где-то видел вот недавно буквально. Она тут ходила мимо. Выследить капитана Радору. В дикой кобыле на причале королевы забрать у нее долг. Так. Корабельный мастер. Знаменитая рыба. На юг. Лодочный канал. Темный переулок. Портовая оружейная лавка. Ну, я, кажется, ее недавно вообще видел. Ну ладно, видим по дороге, найдем. Если нет, значит потом отдельно. Так, охотник. Добро пожаловать. Собираешься в путь за город? Могу точно сказать, что тебе понадобятся припасы. Краболовки или ловушки на крупную дичь. Торговка смиряет вас глазами и кивает. Покажи, что у тебя есть. Конечно, можешь не спешить. Призывает пещерного червячка. Хороший кинжал. Так, а давайте-ка мы у Эдера заберем вот это все непонятное. Так, подождите, я так понял, что у нас тут куча личных предметов у других всех ребят. Давайте посмотрим, во-первых, что у нас там. Эстеком. Средний щит. Хорошо, значит, соответственно, большой щит ему ни к чему. Ага. Так, а почему большой щит? Он туда у нас все перенес. Так, отмычки. Нужно только на какое-то определенное место, что ли, направлять? Не могу понять. Так, здесь мантия. Не нужна мантия. Большой щит. Он аж не умеет с ним обращаться. Арбалетик разве что может быть есть все-таки. Нет. Арбалет. Серп. Фонарь. Второй это арбалет. Хорошо. Здесь два пистолета. Все. А то какие-то личные вещи, да, не совсем бывает понятно. Ну, вот это вот наш корабль. Больше я визуально здесь кораблей не вижу. Ладно, найдем. Инвор умник. Гаун приглядывает за каждым из нас, скиталец. Его святилище ты найдешь у священных ступеней, но твои помыслы должны быть чисты. Хорошо. Где мой братец Пастенаго? Вы случайно не видели Лара Бартадо? Мадичо, ну и где этот негодник? Изящно одетая женщина держит в руках грозбух. Она обшаривает глазами всех прохожих и, наконец, неопределенно нахмурившись, останавливается на вас. Что случилось? Лара опаздывает на деловую встречу. Мама хочет, чтобы я за ухо притащила этого паршивца домой. Она убирает книгу в подмышку. Зоти, приятно, наверное, быть эдаким дармоедом. Дядя Энгберт меня бы давно шкуру за такое спустил.
Ач, я с одной стороны зла, а с другой очень ему завидую. Он умудряется так надежно скрываться от нашего внимания, словно этот район какой-нибудь лабиринт. Она смотрит куда-то вам за спину и вздыхает, а потом снова переводит неожиданно внимательный взгляд на вас. Магнит для духов? Сентьере, что я не узнала тебя. Если ты хочешь приобрести доверие валианской торговой компании, мы с тобой можем помочь друг другу. Чем я могу помочь? Могу я попросить тебя поискать Лару? Я щедро заплачу тебе за потраченное время. Так. Восприятие 10. Рассмотрите ее руки. Нера так впивается ногтями в свою книгу, что на переплете остаются вмятины в форме полумесяцев. Она замечает ваш взгляд и прижимает книгу к себе. Я очень волнуюсь, потому что Лара просто не может спокойно пройти мимо одной из этих валерианских крыс по имени Орсо. Валерианские крысы? Валерий семейка морских разбойников, притворяющихся благородным родом. Она приподнимает книгу, словно собираясь раздавить ею какого-нибудь паука. Мы постоянно с ними соперничаем, но Ларо, этот Пастенаго, заходит слишком далеко. Если я где-нибудь увижу Ларо, то непременно сообщу. Правда? Я буду в поместье. Вдруг он все-таки придет домой. Нера указывает себе за спину. Лара и его никчемные друзья любят проводить время в таверне, у водопада над Адровой мельницей и еще на юго-западном мосту. Если где-нибудь увидишь Лару, скажи ему, чтобы тащил свою никчемную задницу домой. Эдер, ну, вообще-то мы немного заняты, гоняемся за безумным богом по всей Оре, но если нам будет по пути... Короче, Эдер в этой части какой-то более разговорчивый, мне кажется, чем в первой, не знаю. Вот, вообще интересно. Город такой огромный, красивый. Посмотрим, что будет дальше. Вот, но, ребят, на сегодня это все, пожалуй, потому что время уже, к сожалению, подошло к концу. Вот, мы, конечно же, продолжим. Постараемся вернуться в режим, да, уже после того, как я справился, наконец, с проблемами со звуком. Вот, ну а на сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал и до следующей встречи.